Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю пасхальные куличи. Украшать я их буду глазурью на желатине, который не липнет, который быстро высыхает, не крошится при нарезании. Но готовить я ее сегодня буду холодным, быстрым способом, то есть без уваривания сиропа, который у очень многих не получается. У этой глазури есть свои плюсы и свои минусы в сравнении с той привычной классической глазурью на желатине, для приготовления которой мы готовим сироп. Это я все объясню по ходу видео. Также я приготовлю здесь в этом видео несколько видов совершенно разного декора. Покажу, как вот такие цветочки из мастики сделать самостоятельно. Покажу, как нанести шоколадный декор в виде вот таких веточек вербы. Расскажу, как держатся на этой глазури вот такие бабочки из вафельной бумаги. Также покажу вот такое простейшее украшение при помощи маршмеллоу. Многие из 90-х еще знают это украшение. Чтобы получить вот такой цветок типа георгина сразу на куличе, буквально за пару минут. Это все делается очень просто и быстро. Все это я буду показывать вам в видео. И также покажу, как упаковать куличи очень качественно, быстро и чтобы было немножко воздуха, чтобы циркулировал воздух в этой упаковке. Очень многие меня просят в комментариях под каждым видео с куличами, как вы делаете эти цветочки. Уже были у меня ссылки на другие видео, но здесь я покажу вот конкретно с этим видео. То есть нужен вот такой молд, чтобы сделать уже готовые розочки. Мастика у меня цветочная здесь. Если у вас обычная мастика, перед тем, как извлекать эти цветочки из молда, следует положить этот молд минут на 15 в морозилку, и там уже они зафиксируются, и они очень хорошо у вас будут извлекаться из этого молда. Теперь покажу, как делать вот такие тонкие цветочки. При помощи вырубок я раскатываю сначала мастику в пласт где-то 1 мм. Вот такие вырубки обычные для цветочка. Они продаются на всех абсолютно маркетплейсах. Стоят очень дешево. Делаю разного диаметра эти цветочки. Потом при помощи вот такого розового вайнера я делаю у них оттиск, чтобы лепесточки были уже более такие нарядные. И делаю это в разных размерах. И большие, и маленькие, и совсем маленькие. То есть по центру кладу этот цветочек, и сразу у нас получается. И их можно изготавливать абсолютно разных цветов. Если у вас мастика липкая, ее следует раскатать и дать ей хотя бы полчаса полежать вот в таком раскатанном виде уже на столе, чтобы она у вас немножко подзаветрилась, и тогда очень удобно будет вырубать вот эти цветочки. Мастики очень мало уходит на такие цветочки. Сразу смотрите на каждый кулич, у вас сразу набор цветочков разных. Цветы всегда изготавливаем заранее, даем им полностью просохнуть. А теперь готовим саму глазурь. Здесь у меня 270 грамм сахарной пудры. Туда я заливаю 65 грамм. Говорю в граммах воду тоже, чтобы вам на весах ее отвесить. Крутого кипятка. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Сахарную пудру в этом рецепте, вот конкретно в этом рецепте, заменять на сахар нельзя. Ни при каких условиях. Потому что в таком маленьком количестве воды, без уваривания, без сиропа, у вас сахар не разойдется. У вас будут крупинки сахара. Нужна только сахарная пудра. Здесь у меня 9 грамм желатина, примерно 200 блюм желатин по силе. Наливаю в желатин 4 столовые ложки холодной кипяченой воды. Перемешиваю, даю желатину набухнуть. Когда желатин набух, у меня он быстродействующий, тут желатин, за 15 секунд импульсами прогрел его в микроволновке. Он стал жидким. И смешиваю просто вот с этой сахарной пудрой. Все, никаких здесь нам сиропов варить не нужно. Все просто перемешиваем. Желатин в сахарной пудре, вот этот набухший, растворить невозможно. Его нужно прогреть либо на водяной бане, либо в микроволновке. Вот так вот схватится эта масса, желатин с сахарной пудрой, немножко вязкая она так будет, это нормально. Сейчас она вся взобьется. Взбивать я сейчас буду на высоких оборотах миксера ровно 1,5 минуты. Мой миксер 300 Вт. Посуду здесь я беру небольшую, поэтому и взбивается все так быстро. Не берите здесь большие миски. Еще раз хочу напомнить, что сахарная пудра, которую вы будете использовать, должна быть без всякого крахмала и абсолютно без примесей. Чистая пудра. Добавляю сейчас после 1,5 минут взбивания туда четверть чайной ложки лимонной кислоты. И взбиваю вот сейчас, показываю вам в реальном времени, буквально несколько секунд. В принципе, глазурь моя уже готова. И сейчас, по желанию, я туда добавлю ароматизатор апельсина. И вы можете здесь добавлять и лимон, и ромовый ароматизатор, и горького миндаля,
и клубники, и малины, все, что вам нравится. Я очень люблю эту глазурь именно с запахом апельсина. Она очень-очень вкусная на куличах. И ромовый тоже очень хорошо подойдет. И взбиваю буквально пару секунд просто до объединения. Сразу говорю, что из этой глазури нельзя наносить фигурной насадкой вот это трендовое украшение на куличи. Она у вас будет растекаться. Это проверено уже на собственном опыте. Вот такая жидкая глазурь. Все, ей уже можно работать. Прекрасно она будет сейчас на куличах высыхать. Все буду сейчас по ходу видео объяснять вам и рассказывать. Итак, здесь вот на первый кулич я нанесла очень много глазури по привычке, потому что моя любимая глазурь на желатине, но на сиропе. Там всегда наносится чуть больше глазури, потому что она более пышная, благодаря своему составу. Вам для ориентира здесь у меня кулич 11 сантиметров в диаметре. На него вот этой именно глазури нужно наносить не более 1 столовой ложки. То есть она очень экономичная, эта глазурь. Здесь я уже нанесла меньше глазури. Глазурь, как вы видите, немножко стабилизировалась. И показываю вам вот такой цветочек, можно сказать, еще из 90-х. Из маршмеллоу здесь такая хризантемка получается. Конечно, нужно брать маршмеллоу, во-первых, покрупнее, и, во-вторых, разноцветное. Желательно розовое, желтое, чтобы было понятно. Здесь у меня все слилось в одну массу. Но я думаю, что принцип здесь понятен. То есть лепим цветочек, маршмеллоу внутри всегда очень липкое. Раскрывается здесь, потому что оно у меня очень мелкое. И вот такими цветочками можно украсить весь кулич. Здесь из-за того, что цвет зеленый, ничего не понятно, но схема, я думаю, понятна. Итак, не останавливаемся на этом. Я его все равно буду вам на пробу разрезать, этот кулич. Это у нас пойдет как эксперимент такой. Наношу теперь буквально 1 столовую ложку глазури. Подтеки делаю также при помощи ложки. Ждать здесь не нужно, что они у вас красиво вот так будут стекать в желатиновой глазури. Украшаю цветочками из мастики, которые я вам показала ранее, и сахарными бусинами. На следующий кулич я также нанесла глазурь, чтобы она немножко растеклась. И в это время я взобью глазурь дальше. То есть она у меня немножко так подзастыла. Ее можно буквально за 10 секунд прогреть в микроволновке, чтобы она лучше наносилась. Это без проблем. Но здесь моя цель не показывать вам, как ее расшевелить, эту глазурь, чтобы она опять стала такой очень текучей, а именно показать то, как ее сделать, чтобы она у вас очень быстро схватывалась на изделиях. То есть буквально за какие-то 15-20 минут. То есть вот это, что мы сейчас нанесли, она у нас будет застывать примерно 2 часа. Но для того, чтобы сразу застывала, добавим еще туда сахарной пудры. То есть я повзбивала здесь примерно полминуты глазурь. Добавляю 1 столовую ложку сахарной пудры, просто чтобы она разошлась, пудра в массе. Не для того, чтобы что-то тут взбивать долго. Нет, просто так удобнее. И 2 ложку сейчас также добавляю. Ни в коем случае не начинайте даже пробовать эту глазурь наносить из фигурных насадок на кулич. Ничего не получится. Взбивать здесь бесполезно. Здесь именно глазурь для обычного покрытия куличей, либо для подтеков. Итак, с сахарной пудрой я взбивала буквально здесь несколько секунд, просто чтобы пудра полностью разошлась в массе. Вот сейчас немножко уже глазурь стабилизировалась, я уже красные цветочки здесь наношу на кулич. И также сахарными посыпками покрываю. Эта вот глазурь, которую мы без добавления сахарной пудры делали, будет стабилизироваться на куличах примерно 2 часа. Та, которую мы делали с сахарной пудрой сейчас, уже минут за 20 она схватится. На общее количество глазури, которую мы готовили на 9 грамм желатина, нужно будет, если вы хотите такого скоростного засыхания глазури, уже полностью, когда вы ее взбили, вам нужно будет добавить еще 50 грамм сахарной пудры. Я вам все это напишу в описании. Сейчас выставляю бабочки из вафельной бумаги на кулич. Они прекрасно держатся на этой глазури. Несколько суток с ними ничего не произойдет. Их можно ставить в холодильник. Они не размокают, если глазурь у вас уже потом полностью схватилась. И прекрасно они будут держаться и в пакете, и ничего с ними не будет. Пакет слегка приоткрываем. Итак, сейчас покрываю еще 4 кулича из этого же количества глазури. То есть глазури нужно реально очень мало, чтобы покрыть куличи. Вот эти куличи я сейчас
стабилизирую, чтобы полностью засохла глазурь. Это буквально минут за 15 произойдет. Это та глазурь, в которую мы добавили еще дополнительно сахарной пудры. И на них я буду рисовать уже шоколадом веточки вербы. То есть это делается все очень здесь быстро. Главное знать правильные пропорции и как способ, как приготовить. По вкусу эта глазурь немножко отличается тем от той глазури классической на желатине с увариванием сиропа, что немножко хрустит сахарная пудра. И когда мы добавляем еще дополнительно сахарной пудры для более скоростного высыхания, то она на вкус, конечно, очень сладкой становится. Вот это ее минусы. А так засыхает она мгновенно, никакого сиропа уваривать не нужно перебирать здесь тысячи видов разного сахара кристаллического, чтобы он у вас идеально сварился, ничего с ним не произошло. Вот это здесь очень-очень быстро происходит, и справится здесь даже новичок. Глазурь у меня практически вся закончилась, я уже из миски вот так вот выбираю последние вот эти вот капли, но мне хватит еще, чтобы покрыть вот таким тонким покрытием еще целый кулич. Сейчас показываю, как сделать георгин из маршмеллоу, то есть нарезаем маршмеллоу на такие кубики, на квадратики, и каждый квадратик разрезаем еще по диагонали. Я думаю, это и понятно. Это украшение известное еще очень многим с 90-х годов. И когда вот пошло первое маршмеллоу, стали уже хозяйки украшать вот таким вот маршмеллоу. Делаю вот такой своеобразный георгин из этих лепестков. Также вот это зеленый маршмеллоу нарезаю на такие очень тонкие диагональные полоски, и у меня получаются такие листики импровизированные, и получается сразу вот такой георгин большой. Пока глазурь еще не схватилась, георгин у меня в принципе уже готов. Но это такое, знаете, домашнее чисто украшение цветком, если кому-то захочется так сделать. У меня прошло уже минут 15. Глазурь сверху, в ту глазурь, в которую мы добавляли сахарную пудру дополнительно, уже после приготовления, когда уже она постояла, она полностью уже стабилизировалась сверху, я украшаю ее темным шоколадом, рисую вот такие веточки вербы. Глазурь здесь шоколадная не подходит, она очень текучая, берите именно темный шоколад. Также, пока шоколад у меня не застыл, я креплю на него цветочки из мастики. И из белого шоколада рисую почки у вербочки. Прорисовываю каждую почку вот так темным шоколадом. И в принципе верба у меня уже готова. Вот такой кулич. Сейчас я окрасила также белый шоколад жирорастворимым красным красителем. И делаю буквы на куличах. Христос воскресе. Это делается все несложно. То есть нужен именно жирорастворимый краситель, чтобы окрасить белый шоколад. Водорастворимым не нужно этого делать, даже не пытайтесь, вы просто испортите продукт, он у вас свернется. Шоколад здесь не должен быть очень горячим, ну, насколько вот я могу, я это рисую. Сейчас даю полностью застыть шоколаду. Если вам нужно еще быстрее, чтобы он застывал не просто при комнатной температуре, вы можете поставить весь этот кулич сразу в холодильник, и он у вас очень быстро там стабилизируется. Эти куличи у меня готовы. Кулич с маршмеллоу тоже готов. Я сейчас украсила все куличи, и первые, которые я уже вот при вас украшала вот так вот пробным образом, они у меня полностью стабилизировались. Они уже не липнут, и я уже его нарежу вам сразу. То есть внутри еще глазурь такая мягкая, как маршмеллоу, сверху она уже абсолютно не липкая. Ну, прошло здесь, ну, может быть, около пары часов. Вот пока здесь я с перерывами снимала. Внутри у меня куличи на сметане, быстрые куличи, они есть на моем канале. Здесь этим куличам уже 2 суток. Самому тесту, я имею в виду самому дрожжевому изделию, вот так они выглядят. Они в меру волокнистые, в меру влажные, очень приятные на вкус куличи, готовятся очень быстро. Бабочки прекрасно сохраняются на этой глазури. Итак, вот эта глазурь, в которую мы добавляли сахарную пудру, вообще застывает моментально. Вот эта глазурь тоже не липнет, которую мы готовили без дополнительной сахарной пудры. И вот такие изделия прекрасно у меня получились. Сейчас я их уберу на ночь под пленку, и потом посмотрим, что с ними уже будет с утра. То есть они уже полностью стабилизируются,
у них уже не будет никакой липкости ни внутри, ни снаружи. Я покажу, как глазурь и с дополнительной сахарной пудрой, и просто без сахарной пудры дополнительной, которую мы потом вводили ложками туда. Покажу, как она себя ведет на куличе и как кулич выглядит и с тем видом глазури. Вот это, я считаю, очень важно. Все это делается буквально за минуты. Вот эти цветочки можно приготовить заранее. Итак, прошла у меня ночь. Слегка у меня внизу воздух циркулировал, буквально там на пару сантиметров. То есть сами куличи не высохли, само тесто, я имею в виду само изделие. Вот так вот глазурь уже абсолютно никак не липнет. Она уже, в принципе, и через пару часов не липла. А та, что с дополнительным введением сахарной пудры, уже и через 20 минут не липнет. Нарезаю сейчас при вас, чтобы вы посмотрели уже, как после ночи стабилизировалась эта глазурь. То есть она ложится реально очень-очень тонким слоем, поэтому она очень экономичная. 8 куличей по 11 сантиметров в диаметре мне удалось здесь украсить буквально вот из этого количество глазури. Я считаю, что это очень хороший результат. Вот так вот она выглядит на изделии. Разламываю здесь, смотрите, вот так вот она разламывается. Теперь нарезаю тот кулич, который покрыт глазурью с дополнительным введением сахарной пудры. Здесь эти куличи у меня приготовлены по этому же рецепту, просто с добавлением куркумы. Поэтому они такие желтенькие. И видите, вот этот кулич, который покрыт глазурью с дополнительным введением сахарной пудры, он как бы подмокает сверху. То есть вот такая вот особенность, но потом она стабилизируется. То есть сахара много очень. Вот так выглядит уже, считаю, это 3-й день у меня уже пошел, когда куличи были приготовлены. Я имею в виду само дрожжевое это изделие, сама выпечка. Это вот куличи на сметане. Ссылку я вам оставлю в описании к видео. Вот так вот выглядит без добавления дополнительного сахарной пудры. То есть он не подмок, сам кулич. Это я вам все досконально показываю, чтобы вы все видели, что вас ждет. То есть глазурь никак не отслаивается, она никак не крошится. Могу только советовать, кто боится готовить сироп, пожалуйста, готовьте таким образом. На сиропе идеальнейшая получается глазурь. У меня есть подробнейшее видео с разбором всех ошибок. Там можете пройти по ссылке, я вам ссылку тоже на ту глазурь оставлю в описании к этому видео, и там все подробно посмотрите. Но я считаю, что этот рецепт быстрого, холодного, так сказать, приготовления вот этой глазури на желатине тоже очень актуальный, очень имеет место быть, особенно для новичков и кто боится вообще уваривать сиропы, делать глазурь вот таким вот классическим образом. Я считаю, что это просто находка. И еще раз повторяю, что даже не пытайтесь из этой глазури отсаживать украшения из кондитерских насадок, из крупных. И вот сейчас я покажу, как очень быстро упаковать эти куличи. То есть берем пленку, выкладываем вот такую кондитерскую бумагу для тортиков, для пирогов. Берем миску, которая пошире чуть-чуть диаметром, чем сам кулич, буквально немного пошире. Сразу у нас складки укладываются как нам нужно. Перевязываем ленточкой. И вот здесь такой небольшой совет. Чтобы у вас мастика не начала намокать, не стягивайте до конца эту ленточку. То есть буквально пару сантиметров должна остаться. Они будут очень такие ненавязчивые, эти пару сантиметров. То есть самому куличу не будет никакого повреждения от этого, но мастика у вас идеально сохранится. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.